Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. И сегодня третья часть про уборку перед Новым годом. Я думаю, таких частей будет много. В этот раз я также буду убираться на кухне, потому что тут много всего, чего хочется привести в порядок. Ну а пока что я пью воду, буду готовить завтрак и после приступлю к уборке. Уже приготовила мультиварку, буду ее мыть меламиновой губкой. У меня прям чуть-чуть осталось губки, так что надо покупать. Несмотря на то, что я использую меламиновую губку, также я взяла средство от Faberlic для духовок и плит. Также может подойти, у меня есть и антижир из Fix Price, потому что так еще быстрее, удобнее. Я, в общем-то, не против бытовой химии. Все, что делает уборку быстрее и легче, все использую. Так что сейчас везде и снаружи, и изнутри протру. Я помыла мультиварку, и у меня на этом закончилась меламиновая губка. В принципе, правильно я сделала, что именно с мультиварки начала, потому что ее я буду точно убирать. И, соответственно, она должна быть сейчас чистой. Можно сходить, конечно, сейчас в Fix Price, купить еще губки, но дело в том, что я тогда потеряю просто время, чего мне неохота делать. Завтра я в любом случае, там у меня будут дела, поэтому и мимо Fix Price'ов я буду проходить, и мимо главного, и в принципе. Поэтому куплю одну-две упаковки и уже продолжу мыть и эту технику, и технику, которая у меня в шкафу стоит. Вот. А сегодня возьму обычную губку и буду мыть фасады, как и собиралась. Вот. Я, кстати, когда шкафчик внутри красила, это еще давно было, вот тут вот попачкала коричневую часть внутри, но сегодня уже начала отмывать. Слава богу, эта краска отмывается без проблем. Так что, буду убираться. В общем, антижир — это у меня универсальное средство для всего. Очень удобно, быстро. Но, правда, я без перчаток, вы так не делайте. Шкафчики помыла. В принципе, у меня вот, например, там, где ящики, только один ящик, ручку пришлось так хорошо помыть. Потому что там лежат губки для мытья посуды, и я частенько вот так могу мыть посуду, там открыть ящик, а так, в принципе, все было нормально. Вот. И то, что внизу были шкафчики, так я вообще моющим пылесосом помыла. Теперь на очереди шкафчик, где всякие контейнеры. Все убрать, перемыть, что-то выбросить. А сейчас я еще хочу баночки, которые висят на рейлинге, помыть. Сначала снаружи, а внутри, когда что-то закончится. Все контейнеры вытащила, некоторым вынесла приговор даже дорогим таперваровским, не говоря уже о чем-то другом. Здесь все было вообще чисто, я так просто пропылесосила, а здесь вот какое-то пятнышко, от чего-то покрасилось, непонятно. В общем, я тоже моющим пылесосом все помыла и сейчас подкрашу. И далее, пока буду ждать краска, когда высохнет, начну мыть икеевские контейнеры, и так далее. В коридоре уже вынесла контейнеры, в смысле мешки. Тут и пустые баночки и так далее. И вот здесь вот из Fix Price для ножей подставка, таперваровский для сыра контейнер, там какие-то банки. Все контейнеры перемыла, посушила, протерла, и разложила по местам. Много выбросила достаточно, поэтому теперь хоть немножко тут посвободнее стало. Все равно, честно говоря, многовато, но я думаю, что я потом, может быть, подносы в другое место уберу, но это будет чуть позже. На данный момент так, но я, по крайней мере, очень рада, что вот в этот раз перед Новым годом стала уборку проходить прям вот с 30 ноября, даже получается с 29.
потому что действительно получится так все основательно. Во-первых, я считаю, всегда хорошо избавляться от ненужных вещей, потому что это привлекает нужные вещи обязательно. Ну и вообще, когда даже просто убираешься, и то сразу как-то другое настроение, а когда основательно, то тем более. Постирала, сейчас буду вешать. Сушилку вернула в эту гостевую спальню, ну, в смысле, она хранится в сложном состоянии, просто сушу белье тут. Села пить чай и заодно подписать видео. Чай в новогодней кружечке такой, праздничный. Сейчас 6 утра, мне не спится, я, в общем, не смогла уснуть, поэтому решила приготовить ужин, так как у меня вообще и суп закончился, поэтому несколько дней я вот ела гречку, например, и на обед, и на ужин. Ну, обед я не знаю, это уже, наверное, завтра приготовлю, а сегодня вот делаю рис. Отдельно варю рис, здесь тушу морковку, кабачки, квашеная капуста. Ну вот, и здесь мариную куриную грудку с луком. В рис добавила куркуму, так что такой красивый цвет получился. Ужин готов. Сейчас это отнесу на балкон, пусть там стоит. А может быть, не знаю, здесь пусть пока постоит, потом утром проснусь уже. Ну, сейчас подумаю. Потому что, с одной стороны, хорошо бы, чтобы настоялось. Вот. Ну, а с другой стороны, там будет остывать. Нет, наверное, часика 2 тут постоит, а потом уже на балкон. А уже перед тем, как по делам ехать, можно в холодильник убрать. Спала я буквально 2 часа. Сейчас мне надо ехать в студию. Если что, это вторая порция кофе варится. Ну, я вообще всегда, как вы знаете, езжу с удовольствием. Ну, сегодня все тоже будет классно, но меня в принципе вырубает. Вот так. Ужас. Поехали по магазинам. Сегодня 3 декабря уже. У меня такой очень спокойный, уютный день. Я решила ничего не делать, только отдыхать. Эту ночь я уже не мучилась от бессонницы благодаря димедролу. Вот сейчас пью кофе с вкусняшками. Немножко про мое хобби. Сейчас сижу, раскрашиваю. Одна иллюстрация у меня пока сохнет. Решила немножко пораскрашивать, так, поштриховать. Не так часто я подобным развлекаюсь штриховкой, но данная раскраска идеально под это подходит. Я хотела сегодня пойти в парк погулять, и в очередной раз, думаю, сорвалось, потому что вообще я так спланировала, что встану, пораскрашиваю, потому что у меня сегодня тоже отдыхательный день. Вот с завтрашнего дня уже активно начну там дальше убираться. Сон вроде бы восстанавливается, тьфу-тьфу-тьфу, 2-ю ночь сплю. И если вчера я еще валялась, наверное, до половины 1, то сегодня я уже в 9 встала, это хорошо. Я думала, что пораскрашиваю до часа, потом в 3 пойду гулять, а вот в эти 2 часа успею сварить борщ. Но что-то меня как-то опять же морозит. Не знаю. Короче, не хочу никуда идти. Посижу дома, наверное. Как раз-таки пораскрашиваю. Сейчас это видео смонтирую. Так что мотивация на уборку, она тоже будет выходить в ближайшие дни на канале. Все, как я и собиралась. Но вот я говорю, в связи с бессонницей и прочим, мне нужно было все-таки 2 дня прийти в себя. А потом уже всем остальным заниматься. Я тем более поняла, что давно соскучилась вот по такому раскрашиванию, потому что видео выходит на канале регулярно, раскрашенного в принципе много, и я даже уже себя не вгоняю в рамки по типу планы не составляю, но знаете, вот все равно всегда красишь на камеру, потом докрашиваешь без камеры.
но хочется дать себе возможность еще за кадром раскрашивать и уже потом просто показать в итогах. То есть и такое хочется. Вот. Но кто смотрит всем видео на канале, в том числе и хобби-влоги, поясню, что на декабрь уже все отснято. Вот это я даже не показывала. Вот на декабрь уже все отснято, и через там дня-два я уже буду вообще готова снять итоги. Вот. Поэтому я вообще смогу весь месяц отдыхать, но я там буду на январь снимать, конечно же. Как-то так. Ну, на улице действительно сейчас, как бы вот, когда смотришь в окно, кажется зима. Потому что снежок есть, но на самом деле это все, по сути, лед. И сыро, холодно. От такой прогулки, конечно же, удовольствия никакого не будет. Хорошо, если еще и не навернешься. Ладненько. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. А я благодарю вас за просмотр, за то, что, кстати, подписываетесь на мой канал. Может быть, кто знает, к Новому году сделайте мне такой подарок, и на моем канале будет 4000 подписчиков. В принципе, осталось не так-то много, так что, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, я же для вас стараюсь, выпускаю каждый день какие-то ролики, стараюсь, чтобы они были разнообразными, и я желаю вам здоровья, настроения новогоднего, ну и вообще настроение, вдохновение во всем, чтобы у вас было место еще и вашим хобби, увлечениям. Ну и до скорой встречи. Всем пока-пока.